Станислава Говорухина часто называли одним из самых смелых и самобытных режиссеров своего времени. Он не боялся экспериментировать с жанрами, поднимая острые социальные и политические вопросы. В результате, практически каждый новый фильм постановщика становился шедевром. Сам Говорухин не часто давал интервью и не любил обсуждать что-то помимо творчества. Из-за проблем со здоровьем Станислав Сергеевич перестал снимать еще в 2015 году. Однако до последних дней он помогал коллегам с проработкой сценариев, воспитывая новое поколение кинематографистов. Стархит вспоминает самые яркие фильмы, снятые режиссером. Многие из них уже давно стали классикой отечественного кино. «Вертикаль» — эту ленту Станислав Говорухин снимал совместно с Борисом Дуровым. Причем она стала определяющей не только для постановщика, но и для исполнителя главной роли. Именно после выхода картины на экраны Владимир Высоцкий обрел всенародную популярность. Фильм рассказывает о буднях альпинистов, которые попадают в снежную бурю во время очередного восхождения. Теперь их судьба будет во многом зависеть от силы воли радиста Володи, оставшегося в базовом лагере. Лента стала началом долгой дружбы Говорухина и Высоцкого. Общаясь с поклонниками во время концертов, Владимир Семенович часто рассказывал о том, насколько важным для него была эта работа. С режиссером-постановщиком этой картины нас связывает не только дружба, но и многолетнее творческое содружество. И первая картина, как раз самая первая, это была и его первая картина, и моя первая картина в том смысле, что я там был, как автор. Я впервые написал песни в этот фильм, как автор. Я был автором текста и автором музыки, делился Высоцкий. После всесоюзного успеха фильма перед Станиславом Сергеевичем открылись многие двери, что позволило ему обрести большую творческую свободу. Место встречи изменить нельзя. Действие пятисерийного телевизионного фильма развивается в послевоенной Москве. Владимир Шарапов и Глеб Жеглов должны работать вместе, чтобы справиться с бандой «Черные кошки», осуществляющей разбой по всему городу. Задание оказывается сложным, ведь чем дальше в расследовании продвигаются главные герои, тем больше опасности их окружает. Фильм стал поразительно популярным, и до сих пор многие поклонники знают его наизусть. Однако выход картины был сопряжен с печальными событиями, ведь спустя всего несколько месяцев после премьеры скончался Владимир Высоцкий. Позже Говорухин признавался, что ему пришлось заметно переработать оригинальный роман «Эра милосердия». У нас был очень сильный первоисточник, с яркой драматургией.
Однако нам пришлось заметно переделать канву сюжета. Так, мы переработали персонажа Шарапова, поскольку в книге он является четким антагонистом. И, конечно, мы переделали финал, поведал Станислав Сергеевич в одном из интервью. Режиссер не скрывал, что фильм «Место встречи изменить нельзя» стал одним из главных в его карьере. Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна в самом начале мы упомянули, что одной из главных творческих черт Говорухина была многогранность. Он мог снимать как серьезные драмы, так и ленты для детей. Причем в обоих случаях режиссер одинаково вдумчиво подходил к реализации творческой задачи. В начале 80-х Станислав Сергеевич задумал экранизировать знаменитое произведение Марка Твена. В результате, у него получился мощный трехсерийный фильм, в котором нашлось место и для социального подтекста, и для яркой актерской игры. Главными героями становятся двое мальчиков: Том Сойер и его верный друг Гек Финн. Ребята постоянно находятся в поисках приключений, и однажды становятся свидетелями жестокого убийства. Преступление совершил индеец Джо, с которым мальчишкам еще придется столкнуться в будущем. Говорухин всегда обладал чутьем на хороших актеров. Он открыл многих будущих звезд, в том числе и Владислава Галкина, который здесь сыграл роль Гекльберри Финна. В поисках капитана Гранта экранизация еще одного всемирно известного произведения. На этот раз в качестве первоисточника был взят роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Главный герой капитан Грант отправляется в долгое странствие, чтобы основать поселение на островах Тихого океана. Однако мужчина пропадает без вести. На свой страх и риск лорд Гленарван отправляется на поиски капитана, прихватив с собой его детей Мэри и Роберта. Здесь Говорухин решился на творческий эксперимент и создал ответвление от основного сюжета, повествующее о самом Жюле Верне и о том, как он создавал свой знаменитый роман. Режиссеру пришлось работать с интернациональной съемочной группой, и результат оказался выше всяких похвал. Картину до сих пор считают одной из лучших экранизаций бессмертного произведения Жюля Верна. «10 негритят», вдоволь поработав над детским и юношеским кино, Станислав Сергеевич взялся за настоящий триллер. Двухсерийный художественный фильм по знаменитому роману Агаты Кристи удостоился похвалы не только в СССР, но и за рубежом. В центре сюжета оказывается компания незнакомцев, которых приглашают на загадочный остров. Герои еще не знают,
что здесь их ожидает смерть. Таинственному убийце известно, что каждый из гостей особняка в прошлом совершил преступление, но в итоге так и не понес за него наказание. Сам Станислав Говорухин отмечал, что успех картины во многом связан с гениальной нагнетающей музыкой, подкрепляющей эффект саспенса. Многие зрители даже не вспомнят, какая там музыка, а она ведь гениальная. Ее достоинство в том, что она не отвлекает от сюжета, но при этом нагнетает обстановку. К тому же, нам удалось создать потрясающие декорации. Все это играло на руку фильму, признавался постановщик в одном из интервью. Лента действительно обрела всенародную любовь. Несмотря на то, что произведения Агаты Кристи экранизируются очень часто, фильм «10 негритят» не потерялся на фоне конкурентов. Ворошиловский «Стрелок» в 90-е годы работы Станислава Сергеевича стали жестче и бескомпромисснее. Многие критики считали, что на постановщика повлиял дух времени. Лента «Ворошиловский стрелок» не просто продемонстрировала новое творческое настроение режиссера, но и вошла в анналы отечественного кино. Так, одно из влиятельных изданий включило фильм в список 100 главных российских картин. Главным героем ленты становится пенсионер Иван Афонин. Узнав, что его внучку жестоко изнасиловали, он ставит перед собой цель любыми путями добиться справедливости. Когда же становится понятно, что влиятельные родители преступников помогут им избежать наказания, мужчина берет правосудие в собственные руки. Жесткой и местами трогательной драмы удостоилась целого перечня наград. Особенно критики отмечали гениальную игру Михаила Ульянова. Благословите женщину Станислав Говорухин действительно обладал невероятным чутьем на будущие таланты. Готовясь к съемкам, он рискнул и взял на главную роль в ленте «Благословите женщину» тогда еще никому неизвестную Светлану Ходченкову. Именно режиссер подарил актрисе путевку в жизнь, обеспечив ей первую славу. Фильм повествует о непростой жизни девушки по имени Вера. Выйдя замуж за военного, главная героиня вынуждена скитаться по небольшим городкам, куда ее супруга отправляют служить. Она мирится с постоянным отсутствием любимого, его холодностью и даже изменами. Потеряв многих близких и лишившись возможности иметь детей, Вера все равно продолжает любить своего избранника. Сильная драма, в которой подробно описываются основные вехи истории, начиная с 30-х годов. Помимо Ходченковой в фильме сыграли Александр Балуев, Ирина Купченко и Инна Чурикова. Последняя за свое перевоплощение даже удостоилась Ники. Разумеется, это далеко не все интересные и гениальные фильмы режиссера.
Станислав Говорухин работал много, упорно создавая один шедевр за другим. В итоге, его имя навсегда вошло в историю отечественного кинематографа.